Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео у меня для вас подборка зимних новогодних дизайнов и мастер-классов в розово-бежевых тонах. Возможно, не совсем свойственно зиме, но очень тепло и нежно. Да и еще я решила отойти в сторону от шаблонных снегирей, синиц и тигров и сочетать зиму, Новый год и фэшн-бренды с Парижем, и даже Мона Лиза туда же затесалась. И как всегда щедро, четко, информативно делюсь. Итак, поехали. Первый вариант: в качестве подложки использую пыльно-розовый. Перекрываю ноготок в один слой. Гель-лак в принципе очень плотный, но эта подложка мне нужна под втирку, чтобы она более насыщенно легла. Просушиваю 1 минуту гель-лак и перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Перекрываю слегка выравнивающим слоем, чтобы не было никаких изъянов и мусоринок, иначе втирка подчеркнет все их. Просушиваю 1 минуту и теперь буду вглаживать втирку. Розовое золото. У меня она такая достаточно теплая и даже с каким-то легким малиновым оттенком. Аккуратно аппликатором вглаживаю в топ. Сильно по поверхности не тру, чтобы не получить проплешины. Чтобы втирка хорошо носилась, пилочкой 180 грит подпиливаю торец и промазываю бескислотным праймером, или он же Ультра Бонд. Для совсем зверской носки торец также могу прокрасить базой для гель-лака, зафиксировать в лампе буквально 10 секунд и затем уже перекрыть глянцевым топом без остаточной липкости. Лучше взять топ поплотнее, хорошо перекрывая и запечатывая торец. Также для перекрытия втирок я выбираю топы более глянцевые, прозрачные и блестящие, чтобы втирки не мутнели и не теряли блеск. Топ просушиваю 60 секунд. И следующий вариант дизайна: в качестве подложки буду использовать блестки. Розовые, розовое золото в тон сыпучих блесток. Перекрывая ими ноготок в один не толстый слой, просушиваю их 30 секунд и затем наношу плотный топ. Лучше взять каучуковый топ. У меня это анти-скретч, достаточно густой плотный топ, глянцевый, без остаточной липкости. И буду делать сахарный ноготок, на него буду посыпать сыпучие блестки. Я выбрала розово-медный оттенок в тон металлизированным полоскам, участвующим в декоре. Отрезала четвертинку альбомного листа, и над этим листом очень удобно посыпать блестки. На жидкий непросушенный топ сыплю блестки. Чуть-чуть стучу по пальчику клиента, стряхиваю и сыплю опять. Даю несколько секунд впитаться блестком в топ. Очень важно топом прокрасить хорошо у кутикулы, у боковых валиков и торец, чтобы блестки были везде и не получилось нигде проплешин. Топ с блестками просушиваю не менее 1 минуты, а оставшиеся блестки ссыпаю обратно в баночку. После того, как ноготок просох, жесткой щеточкой очищаю от излишков блесток. Если блестки где-то сильно цепляются, как правило это при крупных, то пилочкой можно подпилить, убрать заусенцы. Ноготок готов. Следующий вариант: очень простой, быстрый и эффектный дизайн. Ноготок в качестве подложки перекрываю также пыльно-розовым. Просушиваю его 60 секунд. Далее мне понадобится кошачий глаз. У меня он бежево-розового цвета. Наставляю несколько капель на палитру. Тонкой длинной кистью страйпер прорисовываю по диагонали сначала по центру полосу шириной примерно 2-3 мм. Приставляю магнит и делаю блик по центру этой полосы. Просушиваю несколько секунд в лампе и затем прорисовываю точно такую же вторую, примерно на 3-4 мм отступая от средней. Как правило, на обычных средних стандартных ноготках получится только 2 такие полосы. Если позволяет место, прорисовываю точно так же третью. Просушиваю окончательно гель-лак. У меня гель-лак практически без липкого слоя, но, как правило, он есть, и его необходимо вытереть, обезжирить ноготок. И затем уже на обезжиренный ноготок буду приклеивать вот такие металлизированные полоски. Цвет выбрала розовое золото. Кусачками для кутикулы откусила, отрезала необходимые кусочки. Пинцетом подцепила и перенесла на ноготок. На клиенте, если честно, это гораздо удобнее, чем на типсе. Не за что ухватиться. Между полосками кошачьего глаза наклеиваю самые узкие, самые тонкие металлизированные полоски. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю, чтобы нигде не осталось воздуха под этими полосками. Кусачками для кутикулы отрезаю лишнее. Чтобы полосы хорошо запечатать и они хорошо носились, необходимо отрезать
не доходя примерно полмиллиметра до боковых валиков или до кутикулы. Далее беру белую гель-краску, кисть страйпер и прорисовываю тонкие полосочки. Их прорисовываю всего лишь две, одну снизу под полосой, а другую сверху. И вот такой вот интересный орнамент, узор получается. Просушиваю окончательно 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. У меня это анти-скретч, он достаточно густой и плотный. Так как прорисованные полосы кошачьим глазом и металлизированные достаточно выпуклые, ноготок необходимо перекрыть выравнивающим слоем. Топ просушиваю 60 секунд и ноготок готов. Четвертый вариант. В качестве подложки буду использовать песочно-бежевый или ванильно-бежевый, такой йогуртовый. В нем очень красивые песчинки как раз розоватого такого оттенка. Перекрыла ноготок в один слой, просушила 30 секунд. Тем же розовым кошачьим глазом прорисовываю полосу по центру шириной где-то 3 мм. Приставляю магнит и делаю блик по центру полосы. Просушиваю в лампе 30 секунд и этим же кошачьим глазом прорисовываю уже поперечную полосу, также по центру ноготка. Представляю магнит, собираю частички по центру и фиксирую в лампе 30 секунд. На палитру наставляю припыленно-розовый, беру прямую плоскую кисть шириной примерно 2-3 мм. И этим гель-лаком, кисть должна быть мягкой, сильно на кисть не давлю, прорисовываю полосу. Полосы получаются по краям как бы по контуру плотные, а по центру полупрозрачные. Именно такой эффект и нужен. Прорисовываю одну полосу вверху, одну внизу. Просушиваю в лампе, затем тонкой кистью страйпер и белой гель-краской прорисовываю тонкие полосы, две поперечные и одну вдоль сбоку. Очень эффектная, красивая, интересная клетка получается. Поэкспериментировать можно и с другими оттенками и цветами. Белые тонкие полосы просушил 30 секунд. Гель-лаки и гель-краска, которыми прорисовывала я, не имеют остаточной липкости. Но, как правило, она есть. Ее обязательно сначала нужно вытереть и уже потом клеить металлизированные полосы. Наклеиваю одну вдоль сбоку и одну поперечную. Силиконовой кистью деликатно и хорошо приглаживаю полосы, чтобы нигде не было зазоров или воздуха. Излишки отрезаю кусачками для кутикулы. Очень интересный эффект получается. Горящий кошачий глаз, плюс йогуртовые вот эти вот песчинки в йогуртовом гель-лаке и металлические полосы. Так как прорисовка кошачьим глазом и вот эти металлизированные ленты достаточно выпуклые, я перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости, выбрала топ поплотнее и сделала это слегка выравнивающим слоем. Топ просушила 60 секунд и ноготок готов. Следующий вариант дизайна. В качестве подложки я использую также припыленно-розовый. Просушила его 60 секунд и далее буду использовать стемпинг. Моя любимая пластина от Paris Nail номер 20 с орнаментами и логотипами фэшн-брендов. Лак для стемпинга у меня цвет светлое золото. Я выбрала орнамент Louis Vuitton. Пластину перевернула кверх тормашками. Именно так хорошо и стопроцентно все отпечатывается. Не нужно привязываться именно к этому логотипу. Это может быть и Gucci, и Chanel, или любой другой. Отпечатал на орнамент на ноготок. Но гляньте, какая красота в глянцевом исполнении. И вот на этом пыльно-розовом это просто бомба. Мой гель-лак не имеет достаточной липкости, но если она есть, необходимо либо перекрыть топом без остаточной липкости, либо ее вытереть и уже затем приклеить металлизированную полоску. У меня полоска цвета розовое золото. Излишки я убрала кусачками. В глянцевом исполнении мне этот дизайн очень понравился, но я решила поиграть с текстурами и перекрыла матовым топом с мелкими золотыми блестками. Пока матовый топ не просушен, полюбуемся последний раз глянцем. Топ просушиваю половину времени, 30 секунд. И вот такая стильная нежнятинка, замшевость получается. На большой палец на перчатку наставляю плотный глянцевый топ без остаточной липкости и тонкой кистью перекрою металлическую полосу, верну ей блеск.
Очень завораживающий и стильный дизайн ноготок получается. Просушиваю 30 секунд и далее беру белую гель-краску без остаточной липкости, тонкую кисть и прорисовываю снежинок. В комментариях было, читала я, что вот слайдеры, и без слайдеров вы ничего не можете и не стоите. Вот, пожалуйста, рисуйте. Честно, я перестала любить рисовать. Когда-то я рисовала вензеля и рисовала очень много, всех ими зарисовывала. Но на сегодняшний день, когда появились слайдеры, смысл рисовать, отнимать у себя время, отнимать у клиентов. И в принципе зачастую есть такие слайдеры, очень качественные. Реально они уступают ручной прорисовке. Поэтому чем заморачиваться, я лучше сэкономлю время и наклею бомбические красивые слайдеры. Я прорисовала снежинку и на жидкую эту краску непросушенную посыпаю обычную прозрачную акриловую пудру. Просушиваю 60 секунд и жесткой щеточкой счищаю остатки акриловой пудры. Дизайн готов. Объемная замшевая бархатная снежинка. Для тех, кто любит рисовать, пожалуйста, рисуйте. Но я, если честно, наверное, на клиентках заменю слайдером. Следующий вариант дизайна — градиент. На треть ноготка наношу пыльно-розовый. Следующая треть — бежевый. И на оставшуюся треть — ванильно-светло-бежевый йогуртовый. Кистью гребешок для градиента, разметающим движениями из стороны в сторону, перемешиваю цвета гель-лаки между собой. В принципе, уже даже на данном этапе достаточно ровный плавный градиент получается. Имеются некоторые полосы. И чтобы довести градиент до идеала, прохожусь стягивающими движениями. Не забывая доработать, доперемешать у боковых валиков. Если необходимо, докрасить у кутикулы. Замечу, градиент сделала на молочной типсе в один слой. Просушиваю градиент 60 секунд, затем под втирку перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости слегка выравнивающим слоем. Топ просушила 60 секунд и далее буду использовать мою любимую жемчужную втирку. Она без каких-либо оттенков, не дает никакой мутности. Аккуратно аппликатором вгладила, чтобы втирка хорошо носилась, подпилила пилкой торец. Мягкой кистью аккуратно смахиваю остатки втирки и пыли. И если необходимо, торец прокрашиваю ультрабондом или бескислотным праймером и базой. И затем перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, хорошенько запечатывая торец. И вот такое вот жемчужное, блестящее залипалово получается. Под топом втирка становится еще более стеклянной. Топ просушиваю 60 секунд и ноготок готов. Следующий вариант. Повторяю этот же градиент. Пыльно-розовый, бежевый и ванильно-бежевый йогуртовый. Сначала прохожусь разметающими движениями, а затем стягивающим довожу градиент до идеала. Не забывая докрасить у боковых валиков и у кутикулы. Просушиваю градиент 60 секунд и далее буду использовать стемпинг. Я взяла светлый лак для стемпинга, он тоже такого ванильного оттенка. Выбрала орнамент Gucci и наношу как раз на ту зону, где пыльно-розовый. Не на весь ноготок, примерно где-то наполовину или 2/3 ноготка. Затем беру классический белый лак для стемпинга и в своих закромах нашла пластину с Алиэкспресс. Ссылку навряд ли уже я на нее найду, но номерок, вот название на ней видно. Именно к этой пластине не привязываемся. Находим любую пластину, либо слайдер, белые, какие-то вензеля в форме треугольника, либо елочки и отпечатываем по центру ноготка. Да, и кстати, это может быть даже и не елочка, и не вензеля, а, например, снежинка, красивая снежинка прорисованная или моих любимых слайдеров от Fashion Nails. Там безумно ажурные, большие, красивые снежинки. Далее лаком для стемпинга светлое золото отпечатываю логотип и надпись Gucci. Как раз таки как два кольца в основании этой елочки. Лак очень быстро сохнет на воздухе, жду несколько секунд и перекрываю ноготок топом. Я перекрыла матовым топом с мелкими золотыми блестками, просушила половину времени 30 секунд и глянцевым топом без остаточной липкости верну блеск золотому логотипу и надписи.
И на этом тоже мне не удалось остановиться. Я вспомнила, что у меня есть квадратные золотые блесточки, тоже такого же точно оттенка, как надписи. И буквально 5-6 штучек я поставила в виде таких вот елочных игрушек. Сверху них поставила по маленькой капле топа без липкого слоя и досушила 30 секунд. И следующий вариант, еще один вариант градиента. Все те же самые цвета, но в обратном порядке. На 1/3 нанесла светло-бежевый йогуртовый, бежевый и припыленно-розовый. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Затем довожу градиент до идеала, прохожусь стягивающими движениями. Не забываю докрасить у боковых валиков и у кутикулы. Градиент просушиваю 60 секунд. Далее буду использовать стемпинг, пластину от Paris Nail номер 09. С этой пластины уже делала дизайн. Птичка была мятно-голубая с этой пластины как раз. Лаком для стемпинга светлое золото отпечатываю корону. Очищающим роликом убираю лишние элементы. Вот такая вот ажурная красивая корона, маленькая, подойдет под стандартные ноготки. Отпечатываю, стараюсь как можно выше, примерно где-то пару миллиметров отступив от кутикулы. Этим же лаком для стемпинга светлое золото отпечатываю логотип Chanel. У меня небольшая проплешина, ее закрашу тонкой кистью и этим же лаком. Отпечатываю на ноготок, отступив буквально миллиметр от короны, чуть ниже. Этим же цветом светлое золото отпечатаю саму надпись Chanel. Отступаю также миллиметр от логотипа чуть ниже и переношу надпись. Жду, что лак хорошо просох, и перекрываю матовым топом с мелкими золотыми блестками. Топ просушиваю половину времени, на палитру наставляю пыльно-розовый и бежевый, смешиваю их немножко между собой, чтобы получить промежуточный цвет. И начиная с бежевого и добавляя больше розового, прорисовываю косичку по центру. К самому низу она будет становиться розовой. Получается такая косичка градиента. Прорисовав по центру, не просушивая гель-лак, добавляю звенья по бокам слева и справа, точно так же начиная сверху с бежевого и плавно переходя в розовый. На непросушенный гель-лак на жидкий посыпаю прозрачную акриловую пудру. Сыплю несколько раз, жду, что акриловая пудра хорошо утонет в гель-лаке. Аккуратно стучу по пальчику клиентки, чтобы излишки пудры осыпались. И затем ставлю в лампу минимум на 1 минуту. После того, как дизайн хорошо просох, жесткой щеточкой счищаю остатки акриловой пудры. Глянцевым топом без остаточной липкости лучше выбрать топ поплотнее. Обрисовываю логотип и корону и надпись, возвращая им блеск и придавая немножечко объема. Чтобы топ не растекался, не расползался, промежуточно фиксирую либо фонариком по 3-5 секунд, либо в лампе. Окончательно досушиваю дизайн, и вот что у меня получилось. Безумно кайфовое, красивое, эффектное сочетание глянцевого объемного золота, замшевого бархатного ноготка и объемной бархатной вязки. И заключительный вариант Мона Лиза. Лак для стемпинга буду использовать розовое золото, наношу на пластину и отпечатываю рисунок на штамп. Жду, что лак хорошо высохнет, раскрашиваю тело и лицо светло-бежевым ванильным лаком для стемпинга. Жду, что он просохнет, и затем переношу на ноготок. В качестве фона использую градиент от розового к бежевому.
И вот такая вот своя собственная картина Мона Лиза и искусство у нас получилось на ноготке. Можно добавить снежинок, можно снега, можно обрамить просто золотом. Я же белым лаком для стемпинга отпечатываю елочку, но переносить ее буду не целиком, а пополам. С правой стороны один уголочек этой елочки, с левой другой. И получается что-то наподобие френча внизу ноготка. Лаком для стемпинга светлое золото отпечатываю надпись «Париж». В принципе, можно было оставить уже и так, но я на этом не успокоилась, добавила немножко снега вверху. Нанесла чуть-чуть белых хлопьев и кистью растушевала. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок. Я перекрываю матовым топом с мелкими золотыми блестками. Полюбуемся, пока топ не просох, ноготок в глянцевом пока исполнении. Просушиваю топ половину времени, и вот такой вот он получается матовый, замшевый. Опять же поиграю с фактурой и глянцевым топом без остаточной липкости верну блеск надписи и пройдусь по волосам и платью Мона Лизы. Зафиксирую несколько секунд в лампе и наставлю объем и верну блеск лицу и на шее и груди. Просушиваю окончательно дизайн и ноготок готов. Что скажете? В глянце, мне кажется, теряются мелкие элементы, а в матовом получилось как-то тускло. И поэтому я решила поиграться и глянец, и матовый. И необычная, нестандартная, но безумно нежная и теплая подборочка зимнего новогоднего дизайна готова. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И таким образом я вижу, что вам нравятся мои идеи и мое творчество. А также всегда рада обратной связи, читаю все комментарии и стараюсь по максимуму на все на них ответить. Прислушиваюсь к вашим советам, мнениям и предложениям для тем новых видео. И чтобы не потерять мой канал и не лишить себя новых интересных идей, не забудь подписаться на него. И до новых видео!